В Китае произошла вспышка заболевания неизвестным вирусом, вызывающим пневмонию. По данным центрального телевидения Китая, на данный момент вирусом, который пока называется 2019 НСОВ, заражены более 600 человек. Большинство заболевших в городе Ухань, это центральный Китай. Отдельные случаи были зарегистрированы в других крупных городах Китая, в том числе в Пекине и Шанхае, в Гонконге и Макао. Также в других странах Японии, Корее, Таиланде, США и даже на Тайване. Как правило, заболевшие приехали из китайского города Ухань, либо ездили туда недавно. Про сам вирус 2019 НСОВ пока ничего особо не известно. Что является источником заболевания, тоже до конца не ясно. Предположительно, это были летучие мыши. Какой у вируса инкубационный период, тоже не ясно. Предположительно, 5-6 дней. Какие симптомы? Тоже нет внятного ответа. У кого-то симптомы обычные, как при обычной пневмонии, у других пациентов острые. Как он передается? Похоже, что воздушно-капельным путем. Первые случаи заболевания были связаны с местным уханьским рынком, где продают живую птицу и морепродукты. Однако последующие случаи заболевания были диагностированы у людей, которые, по их словам, вообще не были на этом рынке, не имеют к нему никакого отношения. Пока вообще непонятно, только ли один эпицентр у вируса, но вроде можно проследить все случаи заболевания до города Ухань. Проблема усугубляется еще тем, что завтра, в пятницу, в Китае отмечается Новый год по лунному календарю. Следующая неделя в Китае это выходные, а по китайской традиции праздник проводят в кругу семьи, посещают родственников, друзей, чтобы вместе лепить пельмешки. На эти праздники власти ожидают просто невероятную миграцию по стране, почти 3 миллиарда поездок, что может создать дополнительный риск распространения болезни по стране и за ее пределами. Тоже не ясно. Конкретного способа лечения пока нет. Пациенты либо выздоравливали сами, либо умирали. С 10 утра четверга город Ухань, где произошла вспышка заболевания, был закрыт для выезда. Отменили все авиарейсы, не ходят поезда. Правда, на машине все еще можно спокойно выехать из города, но вам измерят температуру на выезде. В Ухане остановлено движение общественного транспорта. Закрыто большинство магазинов. Запретили ходить по городу без масок. Чтобы пропагандировать использование масок, даже дикторы местных телеканалов читают новости в масках. Ну и в аптеках маски, где продавали, сейчас все полки пустые, найти маски очень сложно. Запрещена также продажа и вывоз птицы и животных. Школы и учреждения тоже закрыты, но это уже связано не с вирусом, а, как я сказал, с каникулами по случаю китайского Нового года. Дело в том, что в условиях, когда государство очень жестко контролирует распространение информации, как в Китае, начинают множиться слухи. Когда в 2003 году в Китае вспыхнула эпидемия птичьего гриппа, власти далеко не сразу о ней рассказали, поэтому многим кажется, что власти Китая могут занижать число заболевших и умерших, либо не раскрывать всю правду. Так, одно из китайских изданий сегодня утром сообщило, что общее число заболевших уже приблизилось к 6000. А в городе оборудовано 5600 койко-мест. Об этом им якобы рассказали некие местные врачи. Потом, правда, в текст статьи было внесено небольшое уточнение. Якобы врачи сказали изданию, что количество заболевших может в будущем приблизиться к 6000, поэтому они и заготовили 5600 коек. Но теперь все говорят, они внесли эти исправления под давлением властей. То же издание привело мнение профессора по инфекционным заболеваниям из университета Гонконга, что ему очень страшно, потому что новый вирус может быть в 10 раз опаснее птичьего гриппа. Ситуация усугубляется еще и тем, что, например, главная государственная газета Китая Жэньминь Жибао сегодня не сказала о вирусе ни слова на первой полосе. Зато они рассказали о поздравительном письме Си Цзиньпина в адрес китайско-итальянского года культуры и туризма. Сегодня Всемирная организация здравоохранения должна принять решение, является ли вспышка чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, имеющей международное значение. По всей видимости, это будет зависеть от того, насколько вообще вирус заразен, а также насколько он смертоносен. Пока сотрудники Всемирной организации здравоохранения говорят, что Китай принимает очень серьезные меры для сдерживания распространения вируса. Но для того, чтобы разобраться, действительно ли это так опасно, почему стоит переживать, вообще стоит ли вообще нам переживать относительно этого вируса, я
позвал своего друга, это доктор Рутин, главный доктор русского Ютуба, мой хороший товарищ. Сейчас мы с ним побеседуем о том, что это за вирус и стоит ли переживать. Коронавирусы — это такие, почему они короны? Потому что под электронным микроскопом у них такая корона. Корона растет, из них такие царские вирусы. Вот. Их на самом деле циркулирует довольно много. 4 из них регулярно вызывают у нас заболевание под названием простуда. Еще 2 коронавируса вызывали эпидемии. Эпидемия в 2002 году была эпидемия, это SARS, английские буквы. Она вызвала атипичную пневмонию, респираторный синдром. Заболело 8 тысяч человек, погибло 10%, то есть порядка 800 человек. Это очень высокая смертность, поэтому так все опасаются. Атипичная пневмония, то, что была, погибло 800 человек. То есть это такой же тип вируса, поэтому, собственно, все и беспокоятся. Но даже не столько важно, сколько погибло, сколько понятно, что смертность 10% это очень серьезно. Почему все беспокоятся? Потому что все помнят о эпидемии испанки, грипп испанки. Это вот тоже была история, когда появился новый тип вируса, который погубил такое количество людей, которые до этого ни в каких войнах не погибло за всю историю человечества. Каждый раз, когда возникает сезон гриппа, мы немножечко боимся, потому что у гриппа, в отличие от обычной простуды, довольно высокая смертность. То есть при обычной эпидемии там от 0,1 до, по-моему, 1%, но я боюсь сейчас соврать. Да? Но смертность все равно высокая, особенно она касается стариков, детей, беременных и так далее. Поэтому все рекомендуют перед эпидемией гриппа прививаться, но у нас там составные элементы этого вируса гриппа, мы с ними так или иначе встречаемся. То есть наша иммунная система с ними когда-то встречалась. А вот если вирус переходит от животного, то есть вирус, который циркулирует среди животных, и он вдруг переходит на человека, как случилось вот со всеми этими эпидемиями. Сначала эпидемией с SARS в 2002 году, потом с эпидемией MERS, ближневосточный респираторный синдром, по-моему, в 2012 году. Это произошло с животных, перешло на человека. Если SARS там подозревают какого-то животного, цвету, то с MERS в 2012 году подозревают, по-моему, верблюдов, то есть верблюд накашлял на кого-то, на какого-то арабского человека, и вот этот человек заболел. У нас совсем нет никакого иммунитета против этого. Насколько я знаю, этот вирус вроде пошел, у них есть какой-то рынок еды, где они продавали там каких-то кошек, собак, павлинов, выдр, барсуков. То есть там просто все на свете, все животные, которых они могли поймать, они их там продавали и говорят, что в связи вот с этим предстоящим китайским Новым годом там было очень много их животных отходов, и, собственно, оттуда пошло вот это вот все заражение. Да, там есть разные версии, кто-то говорит там про змей и так далее. Но действительно, в чем заключается опасность? Я еще раз повторю, что новый вирус, который с которым иммунная система человечества никогда не сталкивалась, этот вирус, он будет опасен, потому что просто он очень быстро будет распространяться, никакой специфической защиты против него у нашего организма нет. И поэтому мы пугаемся. Можно сколько угодно рассуждать про это заговор врачей, это фармкомпании для того, чтобы получить с нас деньги за развитие вакцины. Но это все на самом деле, если это так, то это лучший вариант сценария, потому что тот же тип вируса, коронавирус, в 2001 году вызвал эпидемию атипичной пневмонии. Заражено было 8 тысяч человек, смертность стала 10%, то есть примерно 800 человек погибло. При этом еще погибли те врачи, которые героически пытались бороться с этой инфекцией, то есть погиб самый главный врач и несколько его коллег, они погибли от атипичной пневмонии, пытаясь создать комплексные мероприятия, санитарно-гигиенические, найти какие-то способы борьбы с этой атипичной пневмонией. Объясни мне, вот была там атипичная пневмония, был там Эбола, вирус Зика. То есть периодически появляются какие-то раз в несколько лет появляется какая-то новая страшная болезнь,
все начинают там отменять рейсы, проверять, паниковать, журналисты пишут там кошмар, ужас, погибает какое-то, ну, относительно небольшое количество людей по сравнению с сколько уносят ежегодно вообще другие болезни, да, и болезнь куда-то растворяется. Где сейчас атипичная пневмония, где сейчас это Эбола? Что, вирус исчез, растворился, выработался иммунитет, и теперь он нам не страшен. То есть, что с ними происходит? Почему они так вот появляется такая вспышка, потом они исчезают, и мне вот это вот непонятно. Насколько я понимаю, к 2004 году смогли просто локализовать все случаи, все варианты заражения, и вирус атипичной пневмонии, SARS сейчас полностью исчез. Не было с 2004 года случаев. Это опять за счет генетических мероприятий. И я еще раз... То есть, подожди, если бы ничего не делали, то сейчас полмира бы болел этой атипичной пневмонией, и она бы косила, вот как испанка, да, там миллионы людей. Ну, как вариант, глобальные усилия эпидемиологов, инфекционистов во всем мире, они приводят к тому, что такие крупные эпидемии в последнее время не развиваются. Вот эта вот паника, вот эти вот меры, они действительно оправданы? Нет, паника не оправдана, но меры оправданы, конечно. То есть, то, что китайцы закрыли город. Да, думаю, да, потому что в прошлый раз как раз китайцы замалчивали, как раз когда была атипичная пневмония во втором году, они до последнего молчали, у нас все в порядке, не лезьте к нам. И только в общем-то, усилиями врачей и там глобальными какими-то усилиями стало понятно, что что-то не то в Китае происходит. В прошлый раз тоже из Китая пошла эпидемия во втором году, и тогда она успела распространиться. Сейчас мы должны локализовать эту эпидемию. Лучшим способом является действительно закрыть выезды и проверять. Слава богу, в России, насколько я понимаю, все те случаи, когда человек прилетал из Китая, у него была высокая температура, оказался обычным ОРВИ. Да, вот я сейчас смотрю как раз новости, когда мы это записываем, и пишут... У нас никто пока не заболел. Ну, то, что вот при любом подозрении, там вот этот там скафандрах все, вот это такая вот это действительно оправдано. Ну, во-первых, это красиво. Ну да, оправдано, конечно. Но так и должны работать все в условиях эпидемии. То есть это может оказаться действительно вот эпидемия, и мы все умрем? Мы не знаем, мы все умрем в любом случае, да. То есть от этого коронавируса, ну то есть это прям настолько серьезно? То есть это будет как в кино? Мы пока ничего по этому поводу не знаем. Мы не знаем, насколько легко он будет передаваться. То есть понятно, что вот он перешел от животного к человеку. Вот, и что там с этими животными делали, как уж он перешел, непонятно. То есть это были живые животные, мертвые животные. Пока ничего не известно. Но если он перейдет на человека, там важно, насколько агрессивно и насколько легко он будет распространяться от человека к человеку. И от этого будет зависеть, конечно, насколько будет выражена эпидемия. Лучше предположить худшее, создать какие-то меры, создать какие-то мероприятия, чем допустить развитие испанки, потом говорить, так получилось. Слушай, а как они вообще появляются? То есть, вот не было его какие-то десятки лет, и тут какие-то змея там с дикобразом пообщались, и у них родился новый вирус, он как-то мутировал. Вирусы, да, они мутируют. То есть они мутировали среди животных, и он домутировался до того, что он смог цапнуть человека. Цапнуть человека, но обычно это происходит, наверное, на человека с ослабленным иммунитетом, присаживается. Я не так, чтобы большой специалист по инфекционным болезням, чтобы прям подробно тебе объяснить вот этот механизм. Но обычно, да, человек с ослабленным иммунитетом как-то заражается, и потом он мутирует уже в нашем организме, в организме хозяина, в организме человека, и начинает передаваться уже от человека к человеку. И вот насколько легко происходит процесс передачи, если он будет так же легко, как грипп, как простуда передаваться, то это приведет к тяжелым заболеваниям. То есть вот это заболевание, оно чаще всего вызывает обычную простуду, то есть common cold, как говорят там, англоязычные источники. То есть это просто там насморк, кашель и так далее. Но иногда он опускается в нижние дыхательные пути, то есть бронхит и пневмония. Вот бронхит и пневмония – это тяжелые и потенциально смертельно опасные состояния. Нужно ли паниковать тем, кто сейчас в России живет, срочно покупать маски или делать какие-то... Я еще раз повторяю, что паниковать это как очень странная стратегия. Какие-то меры. Жителям России нужно ли сейчас как-то переживать из-за этого китайского вируса? Или пока еще рано? Что-то делать? В любом случае, способы профилактики у вируса такие же,
как и при обычном гриппе и простуде. То есть, если вы не хотите заразиться гриппом и простудой, то не ходите в общественные места, там, где много людей, которые могут быть потенциально заразны. Маски? Вот. Особенно маски, они скорее помогают людям, которые... Ну, давайте сразу по поводу масок. Вот маски вот такие вот, которые используют, да, у них есть вот здесь вот такие штучки, через которые ты при глубоком вдохе, все равно аэрозоль, если на вас сбоку чихнули, все равно вы вдохнете этот аэрозоль. При этом еще маски вызывают частое поверхностное дыхание, поэтому маски скорее это средство для заразных людей, чтобы заразные люди не заражали других людей. То есть вот любой кашель и чихание, когда человек чихает, он будет чихать в маску, и многие вот эти вот частицы аэрозоля заразного будут задерживаться на маске. Это скорее вот, но если прям полностью, наверное, закрыть каким-то таким глухим респиратором дыхательные пути, может быть, но это выглядит, конечно, странновато. Насколько эти меры помогают защититься, но это другой момент. Еще вопрос, что маски нужно менять постоянно. Да, но в период эпидемии что нужно делать? Перестать посещать общественные места, проветривать помещения. Если вы заразились, если вы чувствуете простуду и грипп, во-первых, нужно позвонить, сообщить об этих симптомах, сообщить о том, что вы ездили в Китай, в провинцию Ухань, вернее, в город Ухань, ходили там по рынку, и что вы делали там с этими животными, которых вы там покупали. Вот. И потом надеть маску, не ходить на работу, не совершать трудовой подвиг, даже если очень сильно хочется. Если вы чихаете, то чихать не в руку, потому что как только вы чихнули в руку, она становится биологическим оружием, которым вы там начинаете все трогать. Да? Если вы чихаете, вы либо чихаете в платок, либо чихаете в локтевой сгиб. Не пользоваться деньгами, потому что деньги это тоже такой источник передачи. Стараться везде расплачиваться карточкой. То есть не трогать. Как можно чаще заразного или больной мыть руки. Не менее 20 секунд мыть руки с мылом, либо использовать спиртовой санитайзер, но лучше просто как можно чаще мыть руки с мылом. В общественных местах, если вы что-то потрогали, не трогайте лицо руками. Вообще развейте в себе привычку не трогать лицо руками, там, бороду и так далее в период эпидемии. Вот такие простые какие-то способы не помогут вам максимально избежать заражения в период эпидемии. Спасибо. Друзья, не болейте и не ездите в Ухань, и не ходите на рынки с животными. Вот появилась даже карта мониторинга какая-то, сделали карту мониторинга, как он распространяется. Все в Китае, есть немножко в Таиланде, есть в Гонконге, есть в Японии и в Штатах. Вот в Штатах один случай, прямо видишь, первый кейс. Блин, это нагнетает. Это не нагнетает. Действительно, вот эта история, может быть, то, что она появляется какой-то общественный резонанс, может быть, это действительно нагнетает. Но в целом мероприятие о том, что все информация открытая, она помогает все-таки бороться с инфекцией. Друзья, не болейте. Ссылочка на канал Лутина будет в описании. Ссылочка на мой канал у вас должна быть, вы должны были нажать на все кнопочки. Это, кстати, лучшее средство для профилактики любых вирусов, эпидемий, плохого настроения. Да, в общем, только протрите кнопочку. Подписывайтесь, да, протрите кнопочку и нажмите на нее мышечкой, подписывайтесь, распространяйте этот ролик, а не вирусы. Этот вирусный ролик.